Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что случится до конца года 2024? Месяца октябрь, ноябрь, декабрь. Чего ждать? И понятно, у каждого свои ожидания. Или те вопросы, которые уже вы решаете, или ждете, может быть, готовности, к примеру, документа. Вы уже какую-то работу проделали. Строите планы. Но за время последних месяцев уходящего года планетарные транзиты нам могут напомнить о каких-то прежних вопросах, нерешенных проблемах. Мы можем узнать и тайны, или факт мы можем тоже какой-то узнать, и как-то с этим нужно провзаимодействовать. Словом, есть то или те вопросы, которые потребуют от нас некоторого внимания. И давайте настроимся с вами на подсказки собственной интуиции шестого чувства, чтобы сознание, великий шаблон, не мешало как раз рассмотреть альтернативные варианты. Наше время достаточно турбулентное, и чтобы мы тут себе не надумали, какие бы планы ни настроили, надеюсь, многие согласятся, что все каким-то своим чередом идет. Или когда мы могли думать, не, ну вот такого не может быть. А мы свидетели, что очень даже может. Все меняется. Итак, что же случится? Или в какой из сфер жизни будут происходить вот эти самые изменения. И если мы сказали октябрь, ноябрь, декабрь, мы достанем по одной карте на месяц октябрь, посмотрим энергии. Ноябрь, декабрь. Что вас удивит? Кто или что появится неожиданно? И к чему все это идет? Что исполнится? Какая тайна откроется? И чего ждать? Своеобразное продолжение на 2025 год. Король жезлов. Что же случится? Человек, с которым вас судьба словно столкнет, своеобразный харизматичный лидер. Возможно, это новый друг или новый знакомый. И пусть у нас король, но это не обязательно может быть мужчина, это может быть и женщина. Мы рассматриваем именно энергетику карты. Но значит, есть тот человек, с которым у вас может быть контактов больше всего. Что отличает этого харизматичного лидера? Идеи, мои дорогие. Но действий нет никаких. Поэтому в целом будьте внимательны к своему окружению. Как будто могут быть, в принципе, люди, которые вас за собой куда-то пытаются вести. А вот нужно ли туда идти, вы будете определять. С другой стороны, это вы сами хотите взять, направление, быть лидером. И тогда тоже нам карта говорит об осторожности. Он потому и называется харизматичный лидер, что нет каких-то подкрепленных, может быть, юридических моментов, или это то, что по умолчанию происходит. Давайте узнаем, чего это может касаться. Но я не исключаю такую возможность, когда кто-то выдвиг определенную идею, и мы готовы следовать, думая, что это лидер или какие-то лидерские качества у человека, и нам лучше его держаться. Но пройдет время, мы поймем, что его идеи были не жизнеспособны. Или вы уже понимаете, где-то пытаетесь на момент октября определить, это вообще имеет смысл продолжать или нет. Давайте посмотрим, какой сферы жизни это может касаться. Восьмерка кубков – это правда карта выбора, или когда мы ищем выход из создавшейся ситуации, и мы его находим. Для кого-то из вас это будет буквально решение вопросов «еду, не еду», «перехожу на новую работу или нет», «на что-то я соглашаюсь или нет». Но когда мы уже сделали этот выбор, кто знает, у кого-то это может касаться отношений, пересмотр, может быть, по личной жизни, или это, пусть вы даже человек семейный, у вас все хорошо, тогда сама по себе какая-то идея или новость, или предложение, когда вы будете обдумывать и, опять же, искать вот этот выход из создавшейся ситуации, или будете определяться, стоит этому доверять или нет. Либо человек, либо действия ваши последующие, они как раз и требуют для вас
сделать этот самый выбор, с чем-то определиться. И дальше у нас рыцарь кубков, какое-то предложение может быть на самом деле заманчивое. Вообще это больше карта любви, иногда такое бывает, но не всегда. Кстати, иногда это просто карта говорит о том, что какие-то приятные новости у вас есть. Или вот это предложение какое-то заманчивое. Не могу от него отказаться. Да, мои дорогие девочки, вы можете познакомиться случайно с человеком, который больше внимания вам оказывает. Подарки или какие-то предложения. Но рыцарь кубков – это ненадежный рыцарь, потому что карта говорит, ты сейчас вот моментом каким-то вдохновиться можно и нужно, но строить планы на будущее рановато. Дай возможность событиям развиваться в каком-то своем ключе. Наблюдай и делай выводы, но пока еще не о грандиозных планах. У кого-то и личная история может проиграться. У кого-то из вас, и это может быть банально, выпадает королева пентаклей. Это есть надежный человек. Для людей семейных это будет ваш супруг, супруга. Опять же, мы рассматриваем не по полу, а по энергетике карты. Или организация вашей жизни с какими-то новыми реалиями. Может быть и поддержка человека, который в принципе рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. Может быть это кто-то из родственников или из тех людей, кому вы можете на самом деле доверять, кто вас уже, для вас точнее, проверен, надежен и кто вас поддерживал всегда. И такой вариант. И тогда этот человек будет продолжать где-то вас поддерживать в самые разные минуты. Но для вас не торопиться вот все-таки и с чем-то разобраться определенно стоит. Что случится? Видимо, в зависимости от вашего принятого решения. Что вы будете продолжать? Или в чем вы поставите точку, будет зависеть траектория ваших последующих действий. Итак, октябрь. Какова энергетика? Ну вот на октябре есть эта путаница, когда нужно делать выбор. Семерка кубков, хотим мы или нет, но какое-то время ожидания, оно может быть затянуто. И сколько ни медли, а выбор делать придется. Мы не можем свою жизнь превратить в какую-то путаницу. У кого-то это будет касаться графика работы, графика вашей жизни, режим труда и отдыха или выбор правильного направления, что же мне интересно. Может быть, какая-то многозадачность, в принципе, для вас должна быть в октябре упорядочена. Опять же, у вас там была королева пентаклей, и это организация собственной жизни, повторюсь. Чего это, в принципе, может еще касаться? Вот эта путаница. Вы можете получить известие, что, ну, может быть, та какая-то ваша стратегия прежняя не срабатывает. Карта башня. И эта смена парадигмы идет, хотим мы или нет. Есть те вопросы, которые для нас очень важны, и мы их не можем отложить на потом. Есть такое значение успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И, может быть, многие из вас как раз и будут заниматься тем делом, который своеобразный шанс. И может быть такая метаморфоза даже планетарна для вас, когда придется действовать быстро. Что-то не может быть продолжено. И когда выпадает аркан башня, это ведь всегда, прежде это было как олицетворение, карта, олицетворение тюрьмы, каких-то сдерживающих факторов, моментов, и теперь это как будто рушится. Но мы пока еще не знаем, что с этим делать. Может и обстановка, мои дорогие, меня смотрят люди из разных стран, вокруг вас тоже меняться. Может быть и на работе у кого-то банально смена руководства или какая-то новая политика руководства. Ну, тут может быть все что угодно. Какие-то обстоятельства тоже внешние, опять же, потому что старший аркан, который вам придется учитывать. И, может быть, вот в этот последний вагон успейте запрыгнуть. Учесть, по крайней мере, что обстановка может меняться, и она вас заставляет учиться буквально чему-то новому. И вообще по тройке пентаклей это сдача экзамена. И у кого-то может быть зачеты, экзамены, может быть учебный процесс или какие-то курсы обучения, у каждого по-своему. Но это еще и бывает жизненный экзамен, когда прежние ошибки не должны быть повторены. Значит, некоторая история может нам отчасти вернуться в октябре.
Причем не для того, чтобы мы что-то реанимировали, а для того, чтобы мы все расставили по местам. Потому что по тройке пентаклей это мы уже переходим в будущее. Можете и вы изучать какие-то новые области, потому что окончательно понимаете, что это именно будет продолжено. К примеру, кому-то язык надо будет изучить. И не просто так, в общем, а конкретно, чтобы понимать и уметь говорить. Это как вариант. А для кого-то освоить какую-то технологию новую, для того, чтобы, ну, больше зарабатывать деньги. Паж мечей. Быть честным с самим собой. Все то, что мы говорили с первой карты, вот честность с самим собой. И какие-то ошибки вам придется признать. И для вас это будет как раз выход из какой-то путаницы. Но мы ведь сказали, что определяться с чем-то придется. И когда выпадает аркан башня, это ведь своего рода освобождение от иллюзий, мои дорогие. И поэтому в данном случае паж мечей, он большой реалист. Для него правда и ничего, кроме правды. И он как будто не может себе позволить, ну, где-то одевать розовые очки. Потому что обстановка такова, что да, вот именно в моменте здесь и сейчас я должен сделать свой выбор. Сам по себе выбор в октябре, он будет присутствовать. Ноябрь. Туз кубков. Радость, наполненность, от вдохновения, от отношений. Что-то удается, какой-то приятный период, много карт перевернулось. Но первая идет пятерка жезлов, много информации, информационный хаос. Вам придется эту информацию так фильтровать, мои дорогие рыбы и рыбки. Чего это может касаться? Хотя это, конечно, личная жизнь, но с учетом именно этой карты у нас как будто кувшинки лилии. Это символ искренности или где-то надежных людей. Может быть, вы будете менять окружение, фильтровать окружение. И поймете, что не все лидеры, которые хотят ими казаться, на самом деле таковыми являются. Некоторая перезагрузка может быть, но это все к радости, что это еще. И вот в этой колоде карт, правда, выход из какой-то путаницы у вас будет, мои дорогие. Обратите внимание, вверху часы. И изображен карта повешенного, старший аркан. И в этой колоде изображен несколько иным образом. Он как будто на перекладине. И как будто даже не видно, что его что-то связывает. Словно он сам находится в каком-то временном затишье, как в небытие. И вот это яркое пятно, часы. Уже 2 стрелки на цифре 12. И вот секундная отсчитывает последние мгновения, когда какой-то период ожидания, застоя заканчивается. Что это еще? Королева мечей, прообраз Юдифи, карта независимости. Это карта очень умного, интеллектуального человека. Того, кто прошел нелегкий уже путь. Тот, который рассчитывает сам на себя. И о том, что он намеревается делать, никогда никому не расскажет. Вот эти холодные энергии, они как будто вынуждены именно для того, чтобы в будущем и в настоящем себе не навредить. Есть какой-то грандиозный план, который вы проделаете в одиночку. Для вас это может быть как ваша сильная позиция или какие-то ваши приоритеты. Но вам помогает то, что вы именно в одиночку и идете. И может быть вот этот своеобразный выход из тупика вы сделаете благодаря тому, что вы видите реальность как-то по-другому. Да, есть моменты, которые и радуют, но вы уже в ноябре точно знаете свои слабые стороны, мои дорогие. Может быть и человек конкретный, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. И он очень притягательный, но он умеет хранить тайны. Но вот не случайно пятерка жезлов у нас переворачивалась, и вот она, пожалуйста. Много, в целом, я вижу, много информации, а вам нужно как будто выбрать свое. Среди, может быть, и фейков, среди того, что обстановка тоже такая непонятная для вас, оставаться хладнокровно таким
ну, невосприимчивым, мои дорогие, будет важно. И при этом великим дипломатом. Как будто есть у меня свой план, но я никому не должен сказать, и никто не должен догадаться. Словно совпадают две стихии или две противоположности. То есть вот по аркану повешенного вы из какой-то темноты как будто выходите, но вокруг вас непонятная какая-то обстановка, много людей и много, может быть, обещаний или много каких-то самих по себе идей, словно в воздухе витают. Но хорошенько разобраться, чему можно доверять. Но все же туз кубков может для кого-то и означать действительно какие-то важные контакты или душевно теплую какую-то личную историю среди какого-то хаоса и тьмы. Вот такое тоже может быть. Один человек, которому вы можете доверять. Но все же нет, тут больше пентаклей. Хотя восьмерка пентаклей одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. Работай, у тебя все получится. Значит, как выход ваш на авансцену тоже может быть. Или когда вы, мои дорогие рыбы и рыбки, вот именно становитесь вот этим лидером. Такое вполне вероятно. И тогда для вас нужно вот как эта королева мечей. Транслируем дипломатию, но все подмечаем, никому не верим. Но, тем не менее, значит, по самой судьбе такова ваша миссия, что именно ваш выход как будто на авансцену запланирован в то время, когда какая-то турбулентность. А нам говорят, продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Нам показан профессионал. У кого-то или в работе, или в учебе, или какой-то ваш новый социум. Помните, быть харизматичным лидером, ну, так это быть все-таки в центре внимания. Поэтому кому-то что-то не пообещать, в принципе, для вас будет тоже немаловажно. Давайте узнаем, что же у нас в декабре. Вы словно наращиваете силу. Эта карта может и говорить еще о том, что это женская сила. Есть действительно человек очень притягательный. Это для мужчин, с которым хочется познакомиться поближе, больше контактов. Он для вас словно магнит. Но все же в целом энергетика карты как у мага. Это когда мы транслируем дипломатию, но нет какой-то такой напора активности. Мы никому ничего не доказываем. И лев у нас в этой карте прообраз нашего эго в цветах. То есть наше эго мы так подавляем для того, чтобы себе не навредить. Но по карте сила нет ничего невозможного. Что это будет означать для вас? А это вот прощание с какими-то разочарованиями. С какими-то прежними, знаете, вот с какой-то сложной ситуацией. Или, может быть, было предательство, но, значит, вас это чему-то очень научило. Новую стратегию вы для себя новую разработали совершенно. Как я буду действовать с людьми. И это факт, потому что верховная жрица, да, аркан силы, это как, мало того, что ведунья говорят, да, ведь это та, которая все знает. Это карта, опять же, независимости. И королева мечей, которая вам выпадала, это тоже независимость. Но это не та независимость, которую мы доказываем. Или которая, ну, знаете, она с нашим опломбом где-то связана. Нет. Это та независимость, когда мы куда-то не влезли в каком-то вопросе, который может быть или закончится фиаско. Мы в нем не участвуем, потому что мы вовремя сказали себе правду. Помните, вот тот паж мечей. Мы себе сказали правду, что нет, ты туда лучше не ходи, потому что там какая-то белиберда может быть. И вот это предвидение, слушайте свою интуицию. У вас настолько сильная позиция, она где-то... Вы выходите действительно из какой-то путаницы, но при этом как будто и отчасти свое личное, как статус в обществе, положение в социуме меняете. Я не могу сказать, что это по личной жизни. Но то, что вам приносит вот эту наполненность, вот этот все же туз кубков. И, может быть, вы определяетесь с людьми, кому я могу доверять. Или для себя какую-то стратегию на далекое будущее. Это у нас тут как маг и волшебник.
Верховная жрица в сочетании с картой силы. Это абсолютно точно сила интуиции и предчувствий. И карта император, мы когда можем что-то оформлять, и правда, вы можете поменять статус. Это статусная карта. Для вас в декабре может быть много контактов или больше контактов с людьми, которые выше вас по лестнице иерархии. С одной стороны, это для вас открывает какие-то возможности. С другой стороны, вы можете и сами инициировать, оформлять что-то. Это люди, представители власти или высокие чиновники. Это, в принципе, наша система, как порядок, как ответственность. И поэтому тут все должно быть у вас по закону в декабре. Не должно быть, понимаете, каких-то скользких моментов. У вас, безусловно, сильная позиция. Но помните, что вы можете участвовать, словно и в чужой какой-то игре. И вот в этой, значит, игре, вот так вот продуманные действия из-за кулис, они все равно должны именно в отношении вас самих, или мы говорим «ваша игра», как будто ваша в чужой. Вот это должно быть. Почему? Ну, понимаете, мы говорили про карту король жезлов, что есть сами по себе какие-то решения, предложения, а действий нет. И здесь можете вы столкнуться с теми силами или с конкретным человеком, и, может быть, он занимает достаточно, ну, такой неслабый пост, который пытается действовать вашими руками. Почему я сказала «игра»? Чтобы не было разочарований, мои дорогие. Доверяйте самим себе. И вот это какая-то игра, пусть чужой игре, о которой вы не расскажете никому. Она должна быть просчитана так, чтобы вы себе не навредили. Вот в декабре вроде бы огромные такие возможности у вас, но действовать нужно осторожно. Что же вас удивит? Я не могу сказать, что вас что-то удивит по двойке пентаклей, хотя это карта легкости на подъем. По этой карте нам вообще дают совет: пробуй, пока не получится или не надоест. Вас могут удивить открывающиеся возможности сами по себе, но это не есть что-то пока крупное, это где-то больше по мелочам. И вот, может быть, и стоит попробовать. Тут к нам как будто приходит практика именно через опыт. Чем больше попробуем, тем лучше себя узнаем. Но быть где-то осмотрительным. Может быть, удивит вас какой-то момент финансовый, когда буквально приходится деньги, ну, где-то так не транжирить. Может быть, это у вас такой, где-то проснется человек очень экономный, и вас это удивит. Но давайте более конкретно. По двойке пентаклей это взаимодействие, это тоже своеобразный выбор. И нам снова подтверждают, вас удивит, может быть, метаморфоза в самом себе и открывшиеся возможности. Я не буду вторично говорить по этой карте, она уже вам, мои дорогие, выпадала. Тут, правда, какое-то ваше время как будто наступает. Вот это вас может удивить. Кто или что появится неожиданно? Праздник после победы. И здесь у нас получается, что как есть какая-то победа, есть и какой-то предложенный праздник, или, может быть, вам обещанный. Давайте немножко раскроем эту карту. Потому что верхний ряд карт, да, они нам говорят о том, что меняются ваши возможности. Но они нам не сказали об абсолютной победе. Там скорее продолжение какое-то следует. И снова пятерка жезлов. Много информации, разрозненной информации, много людей, которым мы не можем, кстати, доверять. Поэтому по этой карте нам утром говорят одно, а к вечеру совершенно другое. Утром нам что-то пообещали, а к вечеру о нас забыли. Или люди, даже взрослые, в почтенном возрасте, могут обещать и не сдерживать свои обещания. Примите это во внимание. Пятерка жезлов – это какая-то чехарда. Выпадает снова королева пентаклей. Поддержка опять же у вас будет. Может быть, при поддержке какого-то человека как раз этот праздник или ваша более уверенная позиция. Ведь четверка жезлов – это всегда, ну, как карта опоры. Поэтому это может проиграться как какое-то состояние вашей души, когда вы чувствуете, что за мной прочный
тыл в виде конкретного человека, вашей семьи, для людей семейных, или проверенных людей, или какая-то организация жизни. Вы, правда, что-то сделаете очень хорошо. И посмотрите, вот нам говорят две карты. Сама по себе организация, причем это карта надежности. И если мы возьмем энергию, просто энергию, надежная, это теплый уютный дом, это наше благополучие, это финансовая стабильность. И по бокам от этой карты мы видим информационный хаос. И девятка жезлов – это карта воина, но того воина, который уже где-то набил себе шишек. И он устал от этого сопротивления. И кто смотрит часто расклады Таро, на классических колодах это всегда человек с перевязанной головой изображен. И как забор из 9 жезлов. Но в этой карте, в этой колоде, наш воин раздвигает вот прутья этого забора, освобождая себе пространство для прохода. Аккуратный выход из какой-то, ну, может быть, обособленности или из, ну, того положения, когда вы были, ну, как для кого-то даже казалась стагнация. Или из того, когда вы не могли что-то изменить. Но это аккуратный выход. По этой карте два направления. Мы должны действовать в тех случаях, когда нам что-то угрожает, и мы не можем бездействовать. Или, чтобы не упустить какого-то, ну, удачного момента или возможности. Поэтому вам разграничивать, что это хаос или возможности или опасность, вам придется. Но даже в сложных вопросах вы с чем-то сумеете определиться. Или появится неожиданно тот человек, который будет вас поддерживать. Может быть, вы уже и не рассчитывали, но а он, тем не менее, надежен. Давайте мы узнаем, и к чему это все идет. Карта мира. Это карта исполнения желания. Это карта говорит, что вообще нет ничего невозможного. Для кого-то это ведет к тому, что вы откроете для себя, как изучение каких-то новых направлений. Будете, к примеру, изучать языки. Все-таки это у нас мир, это контакты с миром. Проходят и еще, и если мы говорим Вселенная, правда, это у нас эфир, интернет, у кого-то, в принципе, расширение круга общения ваших, как и горизонтов, так и кругозора, так и контактов. И, правда, вы тут начнете что-то или изучать, или то, что вы прежде изучали, вы хотите усовершенствовать, потому что вы видите, для чего вам это нужно. Тут что-то будет именно продолжено, потому что вы с чем-то, мои дорогие рыбы и рыбки, определитесь. И тогда вот следом за этим праздником как будто будет хороший итог. И у кого что? У кого-то переезд, у кого-то смена работы, у кого-то работа, когда вы, может быть, ставили перед собой цель, я должен уметь или иметь возможность работать из любой точки мира. Вы к этому идете, и у вас получится это осуществить. Может быть, не так быстро, но в конечном итоге мы смотрим. Это на самом деле реальное желание. Что исполнится? И мы говорили с вами, что именно какой-то путь вам придется проделать в одиночку, и в этом ваша сильная позиция. Карта отшельника. Когда вы где-то себя бережете, сами страхуете, где-то элементы не доверяете, признаете вовремя свои ошибки, но продолжаете идти именно своим путем, выполнять свою миссию. Карта отшельника. Это не совсем про цену, это какие-то ценности, это духовные, ну, ваши предпочтения, или это как цель вашей жизни. То, что вы проделываете с упорой на самого себя, не ожидая какой-то поддержки, как раз и исполняется как желание, ну и очень символично туз кубков. Но быть осторожному. Помните, что отшельник – это великий философ, который разгадывает сложные тайны. Может быть, и ваша позиция, мои дорогие рыбы и рыбки, короля жезлов в этом и заключается, быть вот этим харизматичным лидером. Но тогда харизматика, как у отшельника, холодная. Когда я не включаюсь ни в какие вопросы, я понимаю самые противоположные мнения, но я не беру себе это за основу.
это будет свидетельствовать об уважении окружающих к вам. Но вот то, что вы сделали сами для себя, действительно, это как исполнение какого-то желания. Не когда вы включились в какую-то многозадачность или чужую игру, а когда вы идете своим путем, своей дорогой, какая тайна откроется. Может открыться по нулевому аркану тайна, что, к примеру, ехать куда-то нужно. Или признать собственную ошибку, что я когда-то совершил глупость. Вы знаете, не первый раз уже говорят об ошибках, и значит, есть какая-то тема, и она не должна быть попросту продолжена, иначе это будет повторение пройденного. Или какой-то сценарий, как экзамен нам, жизнь может заново несколько раз преподносить, пока мы не сделаем какие-то выводы, уже больше туда не пойдем. Все же эта карта говорит, что у тебя как граничат новые какие-то твои намерения, цели, которые ты поставишь. Но это необходимо предварительный какой-то анализ твоих действий, как ты действовал, где ты, какие грабли, где нашел. И где-то вперед мы должны быть осмотрительны. Давайте посмотрим, спросим, чего это касается. Королева жезлов, когда мы опять же себя больше бережем. Это прежняя позиция королевы вынудила ее много не говорить о себе, не рассказывать, уметь хранить тайны, свои и чужие, правильно работать с информацией и правильно распоряжаться деньгами. Сильная позиция, потому что ее жизнь ставила на колени неоднократно. И, может быть, вам как раз об этом и говорят, что какие-то прежние ошибки делают вас как раз сильнее. Они вас учат не включаться в те вопросы, которые для вас не нужны. Не быть никому удобными, а быть удобному самому себе. Может быть, это как по отшельнику, но тот путь, который видите лично вы. Может быть, и разделяет с вами его только один человек. Все-таки несколько раз у вас выпадала королева Пентакли. Это те, которые действительно надежные люди. А вам как будто много и не нужно какой-то, знаете, социума, который в хаосе. Вот зачем кому он нужен? Но энергии, когда вы какую-то ошибку действительно не должны повторить, а проанализировать, что это еще. Вот, наверное, время каких-то проб, ошибок, оно заканчивается. И теперь приходит время разумных действий. 13-й старший аркан. Кроме этого, могут заканчиваться и отношения, безусловно. И вам не захочется снова где-то попасть на крючок. Может быть, по части того, что где-то вы совершили оплошность. Но вот эта сильная позиция приходит к вам именно за счет того, что вы правильно все расставляете по местам. Она дает возможность построить свою жизнь как-то по-другому и отпустить. Тут само прошлое пытается от вас оттолкнуться и не удерживать. Искусство мелких шагов для вас будет очень важно, мои дорогие. И потому что на пороге колесо фортуны. Это новые успехи, новые возможности, 2 старших аркана. И все то, что я сказала по этим картам, это будет очень важно, потому что впереди не расслабишься, мои дорогие. Вот этот штурвал, как рулетку судьбы, нужно держать ближе к центру и очень крепко в своих руках. Держать руку на пульсе. Быть очень внимательному. И нет возможности, понимаете, не розовые очки одеть, даже если очень захотелось бы так порефлексировать. И нет возможности устроить себе глубокую философию, потому что есть какая-то реальность. Вот такие 3 месяца уходящего года. Чего же ждать, что это продолжится? Паж кубков. Вы знаете, это какая-то радость. Или чем-то вы остаетесь довольны. У кого-то это могут быть и отношения проигрываться, да? У кого-то это ваше, в принципе, хорошее настроение, когда вы в целом останетесь собой довольны. Могут быть и предложения, но это есть какая-то незрелость все равно в этой карте. И я могу сказать, что-то изучать вы просто продолжите. Но, видимо, сам по себе выбор, он у вас начинается с октября. Сильная позиция для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, но она не совсем простая. У вас много старших арканов, которые дают новые возможности, но к ним и новые подходы необходимы. Перекладывайте на себя, мои дорогие,
и будьте счастливы, будьте любимы всегда.